Всем привет! Сегодня у нас расклад «Совет хранителей рода». И прежде чем начать, приглашаю всех в проживание аркан. Там вы научитесь карты потоково читать, проработаете все свои страхи, затыки и так далее. И, конечно же, приглашаю в манифест. В манифесте также доступно проживание арканов и сам манифест. В манифесте вы научитесь ставить защиты, чистить, все, что связано с эзотерикой. Поэтому ссылки в описании к видео и в закрепленном комментарии. И давайте начнем наш расклад. Единички. Первый вопрос, первая карта — это у нас сигнификация. И почему тебе как сказать, почему тебе нужен их совет? Ну, а по картам ты сейчас в тумане. У тебя много вариантов, но ты знаешь, не понимаешь, какой из них твой. Голова забита фантазиями, голова забита страхами. То тебе кажется, что все получится, то ты впадаешь в эти мысли про провал. И вот род, он дает тебе сигнал. Хватит крутить одни и те же сценарии. Ты в этой, как сказать, в мысленной жвачке застряла. И сама себе блокируешь движение. Сейчас, знаешь, важно выйти из этого как сказать, замкнутого круга. Без их подсказки будешь на месте топтаться, теряя время, силы и так далее. Они видят твое настоящее «я» под слоем твоих сомнений и хотят тебе помочь сделать выбор. Поэтому не игнорируй это, иначе рискуешь момент упустить, когда еще можно все изменить. Так какой совет хранителя рода? А тебе тут прямо по картам говорят. Действуй уверенно, но без потери тепла. Не бойся показаться сильной, сейчас нужно заявить о своих целях четко. Твои усилия, они уже плоды дают, просто ты их не видишь пока. Вперед нужно идти, но на людей не давить по пути. А это ты делаешь. Поэтому сохраняй баланс между своей настойчивостью и гибкостью. Чувствуешь сопротивление? Не ломай, а ищи обходные пути. Понимаешь? Покажи результат, но им не хвастайся. И слушай свою интуицию в общении, потому что она только подскажет, стоит проявить свою твердость. А когда лучше вообще ее не проявлять. Нужно довериться себе. И ты готова к этому шагу, который ты задумала. Что будет, если не прислушаешься? Ну, знаешь, ты себя тогда вгонишь в ненужную борьбу, если не прислушаешься. Начнешь по мелочам спорить, энергию свою тратить на эти ссоры и перепалки. Люди от тебя отвернутся, люди перестанут доверять твоим решениям. И вместо совместной работы ты получишь эти разрозненные усилия и недовольство скрытое. Проекты твои начнут сыпаться из-за недопонимания, и ты просто завязнешь в конфликтах, которые сама же и провоцируешь. Репутация пострадает, коллеги тебя запомнят как человека, с которым просто сложно договориться, а то и вообще невозможно. И это не про стресс, это про крах того, что ты строила месяцами. Как быть? Как быть? Ну, знаешь, хватит себя мыслями о худшем мучить, потому что у тебя, что не задумка, то мы все умрем. Твои страхи, они не имеют реальной основы. Это просто голос в голове.
Перестань прокручивать свои страхи и кошмары. Сделай просто простую вещь. Составь план перехода на новый уровень. Глобальных перемен не нужно. Начни с малого. Перенеси свой фокус тревоги на конкретные действия. Даже если страшно, все равно двигайся. На выходные обстановку смени. Съезди там на природу. Мебель переставь. Выйди из там этих токсичных отношений. И с подругами я имею в виду. Каждый маленький шаг, он будет снижать тревогу. Прекрати себя изводить. Просто возьми и просто начни. Больше тут ничего не нужно. Давайте перейдем ко второму варианту. Двоечки. А сигнификация у нас, почему тебе нужен их совет. Ну, ты сейчас в ловушке. Точнее, чувствуешь себя загнанной в ловушку. Собственными мыслями, собственными страхами, собственными выдумками. Ты как будто вот в замкнутом круге застрял, где постоянно проигрываешь один и тот же сценарий, но ты не видишь выхода. Ты вот стоишь в комнате с закрытыми дверями, но даже не пытаешься проверить, заперты вот эти двери или нет. У тебя в голове все заперто, выхода нет. Мы все умрем. И вот твои сомнения и тревоги, они иллюзию создали, что вариантов нет. И ты продолжаешь терпеть то, что давно пора менять. Тебе, знаешь, нужен взгляд со стороны. Тех, кто вот видит твою ситуацию без вот этого твоего эмоционального шума. И вот хранители рода, они показывают, что ты застряла в этих шаблонах, которые передались тебе там через род. Это привычка молчать, когда тебя обижают, страх рискнуть. И вот страх рискнуть, даже вот если положение твое уже невыносимо. И они напоминают, ты не обязана повторять чужие ошибки. Твой род, он дает тебе опору, но он не должен быть клеткой твоей, понимаешь? Какой совет? Да перестань просто метаться между крайностями. Не надо не ломать все резко, не продолжать вот бездумно терпеть это все плохое вещество. Вот действуй постепенно, но последовательно. Например, вот на работе не увольняйся сгоряча, но начни искать варианты уже вот прямо сейчас. Выдели себе 1 час в день на то, чтобы прокачивать навыки свои, рассылать там резюме. В отношениях тоже обиды свои не замалчивай. Но и, конечно же, ультразвук этот не включай, скандалов не устраивай. Сядь и по пунктам проговори, что тебя не устраивает, без всяких обвинений, потому что у тебя что ни разговор, ты начинаешь обвинять. По деньгам тоже в авантюры не кидайся. Но бюджет пересмотри, откажись от ненужных трат. Начни откладывать, ну хотя бы вот копеечку. Твоя задача– это баланс между осторожностью и действием. А момента идеального не жди. Он сейчас. Завтра его не будет. Что будет, если не прислушаешься? Проигнорируешь, получишь по полной, а что тут трактовать? Накопившиеся вот все проблемы, они выльются в конфликт, где придется отвечать за все разом. На работе выставят счет за твои ошибки, которые ты делала там из-за усталости или страха там сказать «нет». В отношениях дойдет до точки, где мужчина просто уйдет, потому что терпение лопнет. С деньгами или налоговая оштрафует за неправильные отчеты, или крупная покупка сорвется. Но самое главное, ты время потеряешь.
И вот год за годом будешь на месте топтаться, а потом оглянешься и поймешь, что ты просто стояла на том же месте. А могла бы быть уже в другом, впереди, с другими людьми, с совершенно другими возможностями. Расплата, она, знаешь, придет не только от внешнего мира, но и от тебя самой. А какое? Чувство вины за вот этот упущенный шанс. Он годами грызть тебя будет. Как быть? Начни сегодня же с малого. Вот все. Выбери одно направление, одну точку, где давление чувствуется сильнее всего, и шаг сделай. Задыхаешься на работе, напиши начальнику письмо с просьбой вот эту нагрузку пересмотреть тебе. Не извиняясь и без лишних объяснений, просто вот скажи: мои задачи на этот момент там вот это и вот это. Чтобы их качественно выполнять, мне нужно либо сроки увеличить, либо там делегировать часть. В семье тоже границу установи. Мужу скажи там: я не могу это вот сейчас сделать. Вернемся к разговору завтра. И блокнотик купи. Я вот всем говорю, купите блокнотик. И записывайте вот там 3 сделанных дела сегодня. Даже если это там отказалась от лишней задачи на работе. Или там сварила хороший ужин вместо бутерброда. Записывай. И, конечно, не жди быстрых результатов. Главное — перестать быть пассивной жертвой и начать контролировать то, что зависит от тебя. А от тебя зависит вся твоя жизнь. Понимаешь? Все ты понимаешь. Давайте перейдем к третьему варианту. Троечки. Первая карта у нас сигнификация, почему тебе совет нужен. Остальные читаем парно. Почему нужен? Потому что в состоянии ты сейчас, где вот все понять пытаешься и по полочкам разложить. Голова у тебя сейчас на полную работает. Мысли скачут, а решения нет. И ты одни и те же вопросы гоняешь на карусели по кругу. Но ответы они не приходят, и ты ищешь логику там, где нужно просто вот остановиться и почувствовать. В этом и есть загвоздка. Ты слишком надеешься на ум, а интуицию ты в сторону отодвигаешь. И вот хранители рода, они видят это, и сигнал тебе дают, что хватит надрываться. Нужна их поддержка, потому что ты в тупик зашла. В тупик собственных размышлений. И они знают твой путь вот твой, знаешь, лучше, потому что они корни видят. Ну, проблем твоих, которые ты разглядеть не можешь. И твоя попытка вот это все контролировать, она ж сейчас только мешает. Пора довериться тем, кто за спиной, как говорится, стоит, и помочь готов. И тут не слабость, нет, тут разумный шаг. Взять то, что наработано поколениями до тебя. А совет какой? Перестать прятаться от правды. Ты знаешь, что болит, но вид делаешь, что все нормально. У тебя вечно все хорошо и ничего не болит. Но пора признать, боль есть, обида есть, разочарование есть. Но это нормально. Не убегай от этого чувства, а пройди через него. Понимаешь? Пока ты не выпустишь наружу то, что сидит у тебя глубоко, двигаться дальше не получится. И совет тут простой. Наедине с самой собой останься, без вот этого шума, без чужих советов, и выслушай свою тишину. Там, вот в этой тишине, ответ будет. И не нужно одиночества бояться. Оно сейчас, знаешь, вот как союзник тебе.
Ты должна собрать все осколки и посмотреть на них без страха. И только тогда сможешь это все отпустить. Хранители тебе шепчут, что не зализывай раны, а очисти их. Больно, да, но без этого шага заживления не случится на твоем сердце. Что будет, если не прислушаешься? Проигнорируешь, будет расти тихий бунт. Ты продолжишь вид делать, что все хорошо, все у тебя замечательно, но интуиция кричать громче будет. Будешь на месте топтаться, знать, что нужно действовать будешь, но не решаться, и время потеряешь на вот эти бессмысленные сомнения. И возможности уйдут мимо. Ты стоишь перед двумя дорогами и не выбираешь ни одну. А в итоге что будет? Останешься посреди вот этого перекрестка без энергии, без понимания, куда идти, потому что дороги исчезнут. Понимаешь? Сама себя будешь потом в будущем за бездействие корить, ругать и так далее, а дела сыпаться начнут. Потеряешь не только шанс что-то изменить, но и веру в то, что вообще можешь влиять на свою жизнь. И это не страшилка от меня, нет, это факт. Игнорируя знаки, ты усложнишь себе выход из вот этого замкнутого круга. Как быть? Ну, знаешь, тебе вокруг нужно людей собрать, кто тебя действительно поддерживает. Не вот этих вот, которые у тебя ничего не получится, это все ерунда, а вот именно кто поддерживает. И поговори с ними по душам. Не жалуйся, а вот честно расскажи, что тяжело. Геройствовать тоже не нужно. Разреши себе быть живой и помощь принимать. И после вот этого разговора ты просто почувствуешь сил прилив. Этого тебе хватит, чтобы начать новое дело. Не тяни идеального этого долбанного момента, не жди. Возьми и сделай шаг вот прямо сегодня, хотя бы маленький. Важен же не масштаб, а важно движение. И ты получишь заряд энергии от вот этих действий, а не от размышлений о том, что нужно сделать. А дальше проще будет. Как на автопилоте по инерции заработает все в твою пользу. Главное, в себе не замыкайся. Сейчас делиться и действовать – это твой вот главный рецепт. Усложнять не нужно. Сначала близкий, потом конкретный шаг. Все остальное приложится. И всегда помни, что дед всегда рядом.